Привет всем! После долгого перерыва мы наконец-то снова увидели наших двух любимых Taekookов. Сначала появился Taehyun с обновлением, а затем Jungkook присоединился к вечеринке S.QPS, где Мингю выступал вживую. Эти моменты имели особое значение, потому что это были не просто обычные появления, а ощутимый знак спокойствия. Видеть их присутствующими, вовлеченными и проводящими время с важными для них людьми было достаточно, чтобы передать чувство умиротворения. Jungkook, в частности, выделялся своим расслабленным, улыбающимся видом, полностью сосредоточенным на наслаждении концертом своего друга. Он выглядел счастливым, и это счастье было очевидно в каждом его движении. Его глаза сияли, когда он смотрел на сцену, а его искренняя улыбка отражала момент, который он переживал. В его выражении лица не было напряжения, только наслаждение и покой. Видя его таким, становилось ясно, как сильно мы по нему скучали. Его хорошее самочувствие ощущалось как нечто общее, потому что, когда Jungkook здоров, это заразительно. Его улыбка вместе с ямочками на щеках снова напомнила нам, почему его обаяние так особенное и почему так много людей его любят. То, как Jungkook был одет и как он шел, покидая зал, также привлекло наше внимание. Его присутствие было сильным, спокойным и уверенным. У Jungkook есть естественная манера поведения, сочетающая в себе нежность и уверенность, и это было очевидно в тот момент. Его движения и манера держаться излучали зрелость, давая понять, что он находится на хорошем этапе своей жизни. Это вселяло уверенность в тех, кто о нем заботится. Во время концерта Jungkook в очередной раз показал свою открытую, человечную сторону. Он с уважением и заботой поддержал своего лучшего друга Мингю. Этот жест отразил его доброе сердце и искреннюю связь с теми, кто ему дорог. Jungkook известен как заботливый и понимающий друг, и этот раз не стал исключением. Его поддержка была тихой, но очевидной, и это многое говорило о том, кто он есть. В этот момент Jungkook был замечен за фотографированием. С тех пор многие начали предполагать, что фотографии могут быть связаны с Taehyun'ом. Хотя подтверждения нет, эта мысль исходит из той связи, которую они всегда чувствовали. У Taehyun'a и Jungkook'а есть связь, которая остается крепкой, даже когда они физически не вместе. Эта связь очевидна в мелочах, в их языке тела и в том, как они переживают важные моменты. Встреча с Jungkook'ом после столь долгого перерыва принесла радость. Видеть его здоровым, спокойным и наслаждающимся временем достаточно, чтобы почувствовать облегчение. То же самое верно и в отношении Taehyun'a. Оба они излучают стабильность, когда появляются на публике, и это воздействие ощутимо. Даже если Taekook не всегда находится перед камерой одновременно, их связь сохраняется. Даже просто увидев их по отдельности, достаточно понять, как сильно они скучают друг по другу и как сильно мы скучаем по ним. Taehyun'a и Jungkook'а любят за то, что они олицетворяют собой нечто подлинное. Видеть их счастливыми, наслаждающимися временем и заботящимися о своих отношениях более чем достаточно для многих. Их связь очевидна в их спокойствии, уважении и том, как они двигаются вперед вместе. Taekook продолжает оставаться источником поддержки и любви. Мы очень любим вас, Jungkook и Taehyun, и скучаем по вам больше, чем можно выразить словами. 27 января – дата, которая на протяжении многих лет была отмечена значимыми моментами в истории Taehyun'a и Jungkook'а. Это не отдельное событие, а воспоминания, которые продолжают отзываться, образуя общую нить эмоций. В 2016 году Taehyun опубликовал на своем фан-кафе версию своей песни «How I'm Supposed to Live Without You», песни о трудностях жизни без важного человека. В тот же день Jungkook поделился отрывком из «Nothing Likes» песни, выражающей глубокие чувства по поводу отношений, оставивших неизгладимое впечатление. С тех пор они, кажется, передают одно и то же послание с разных точек зрения, используя музыку как самый честный способ выразить свои чувства. Песня «Nothing Likes» вновь обрела особое значение, когда Jungkook исполнил ее в интервью. Он смотрел на Taehyun'a с любящим и трогательным выражением лица. Момент казался настоящим и искренним. Taehyun ответил ему мягкой, застенчивой улыбкой, словно полностью понимая, что он пытался передать. В клипе Bon Voyage Jungkook снова спел эту песню у двери Taehyun'a. Это был тихий, но сильный момент, в голосе которого отчетливо слышались эмоции.
Когда сотрудники вмешались и не позволили Чингуку подойти, прощание было тяжелым и болезненным зрелищем. В январе 2018 года Тэхён и Чингук были замечены вместе в отеле Намсан, известном своими свиданиями и важными событиями. Чингук запечатлел этот момент, простой жест, который показал, насколько ценно для них время, проведенное вместе. Они наслаждались уединением, вдали от внимания публики, создавая тихие и значимые воспоминания. Как однажды сказал Чингук, всегда найдется выход, фраза, которая, казалось, описывала то, как они поддерживали свою близость. В январе 2020 года их близость снова проявилась на церемонии вручения премии Грэмми. Их видели внимательными друг к другу, обменивающимися жестами, отражающими доверие и привязанность. Днем ранее Тэхён поделился песней «Sleeping Next to Me», намекая на естественное совместное времяпрепровождение и близость. 2 года спустя, в январе 2022 года, эта близость снова проявилась в публичных взаимодействиях и нежных сообщениях. Тэхён поделился текстом песни, который суммировал их отношения, сочувствие друг к другу, поддержка друг друга и отражение друг друга. За годы отношений Тэкука их связь строилась на постоянных жестах и неподдельных эмоциях, когда они вместе, их язык тела говорит о многом. Взгляды, легкие прикосновения, общий смех и комфорт совместного пространства демонстрируют доверие, которое росло с течением времени. Эти отношения не были построены за одну ночь, а скорее благодаря времени, привычке и постоянному присутствию. Отношения Тэхёна и Чингука также отражаются в том, как они дают друг другу пространство, нет требования всегда быть на виду, нет необходимости постоянно что-то доказывать. Именно на расстоянии и в тишине их связь ощущается наиболее сильной. Они понимают, что близость не всегда нужно демонстрировать, потому что истинная близость существует даже тогда, когда никто не наблюдает. Когда один из них присутствует, другой, кажется, тоже присутствует эмоционально. Существует чувство связи, которое трудно объяснить, но легко почувствовать. Чингук может казаться более спокойным, легким, а Тэхён – более теплым, мягким, как будто присутствие друг друга обеспечивает незаменимый баланс. Тэкук также показывает, что крепкие отношения строятся не всегда на больших моментах, а скорее на маленьких привычках, повторяемых с искренностью. Короткий взгляд, неосознанная улыбка или автоматическое движение, направленное на поиск общества друг друга, свидетельство близости, ставшей частью их повседневной жизни. Комфорт, который они разделяют, кажется естественным и непринужденным. Нет неловкости, нет эмоциональной дистанции. Когда они находятся в одном пространстве, атмосфера становится теплее и спокойнее, как будто мир вокруг них замедляется, позволяя им обоим быть самими собой. Многие могли бы попытаться найти сложные причины или объяснения, но эти отношения не требуют сложных теорий. То, что видно, говорит само за себя. Последовательность чувств, гармония языка тела и спокойствие, которое возникает, когда они вместе, неоспоримы. Тэхён и Чингук также выросли вместе. Они уже не те, что были много лет назад, но связь осталась. Перемены не отдалили их друг от друга, это углубило их взаимопонимание. Зрелость сделала эти отношения более тихими, но и более прочными. Когда они близки, от них исходит чувство безопасности. Чувство безопасности, позволяющее смеяться, молчать, уставать, не притворяясь. Такие отношения строятся не на мимолетной интенсивности, а на доверии, культивируемом медленно и осознанно. Тэкук показывает, что привязанность не всегда должна быть громкой. Иногда любовь проявляется в нежной заботе, в ненавязчивом присутствии и в решении продолжать двигаться вперед, несмотря на постоянно меняющийся мир. Именно это делает эти отношения такими человечными. Для многих наблюдение за Тэхёном и Чингуком – это не просто развлечение, а источник утешения. Они напоминают нам, что настоящие отношения существуют, что близость может сохраняться без объявления, что настоящие чувства не угасают просто из-за прошедшего времени. И, возможно, именно поэтому Тэкука продолжает не хватать. Не из-за драмы или сенсаций, а из-за той честности, которую они излучают. В каждом своем появлении, в каждой паузе они передают одно и то же послание – тихое единение, нерушимая связь и чувства, не нуждающиеся в словах. В
конечном счете, Тэхён и Чингук учат нас тому, что самые крепкие отношения часто существуют без громких голосов. Они живут в тишине, в привычках взаимного понимания и в выборе заботиться друг о друге, даже когда это не всегда видно. То, что их объединяет, это не что-то временное, а связь, которая медленно растет и сохраняется благодаря честности.